В начале 20 века группа археологов вошла в пески иракской пустыни в поисках руин древнего города. Никто из них не подозревал, что земля под ногами хранит нечто большее, чем черепки и кости. То, что они подняли из глубины, не вписывалось ни в одну учебную программу мира. Находки из Вавилона поставили под сомнение все, во что верила официальная наука. И чем глубже шли раскопки, тем острее становился один и тот же вопрос. А что, если история человечества написана неправильно? У нас давно сложилась удобная картина прошлого. Человечество шло вперед медленно и прямолинейно. Сначала каменный топор, потом бронзовый меч, потом паровая машина и, наконец, электричество. Древние греки и римляне считались самой высокой точкой своего времени, а все, что было до них, принято было называть темными веками дикости и суеверий. Когда время от времени из земли поднимали что-то необъяснимое, ученые пожимали плечами и объясняли это ошибкой в датировке или случайной аномалией. Так продолжалось долго. Но находок становилось все больше, объяснения становились все натянутее, и в какой-то момент стало очевидно – официальная история что-то упускает. Что-то очень важное. Настоящий удар по привычной хронологии случился в Месопотамии. В 1936 году под Багдадом нашли глиняный горшок. Ничего особенного на первый взгляд. Но внутри находилась медная трубка, а в ней железный стержень. 2 года спустя археолог Вильгельм Кёник изучил этот предмет и произнес вслух то, о чем все боялись даже думать. Это была батарейка. Примитивная, древняя, но батарейка. Источник электрического тока, созданный за тысячи лет до того, как Вольта и Фарадей открыли электричество для современного мира. Ученые предположили, что подобные сосуды могли использоваться для гальванического покрытия металлов, то есть для золочения украшений с помощью электрохимии. Это значит, что люди, которых мы привыкли считать едва грамотными, уже управляли электрическим током в своих мастерских. Но батарейка была только началом. Под фундаментом главного дворца Вавилона археологи обнаружили разветвленную сеть труб из обожженной глины. Трубы были соединены между собой с точностью, которая требует инженерных расчетов. В местах стыков использовался герметичный состав на основе природной смолы, который не пропускал воду даже под давлением. Это был полноценный водопровод. Официальная история утверждала, что канализация и водопровод под давлением появились значительно позже. Считалось, что в древности люди просто выливали нечистоты прямо на улицу или использовали открытые канавы. Но трубы под дворцом молча опровергали эту версию. За 1000 лет до того, как европейские города начали строить свои первые системы водоснабжения, жители Вавилона уже открывали кран и получали воду там, где им было нужно. Следующая находка ждала в доме богатого торговца. В одной из комнат под толстым слоем пыли веков лежали стеклянные пластины. Они были удивительно прозрачными, а в центре каждой из них было небольшое утолщение правильной формы. Когда один из археологов машинально положил такую пластину на глиняную табличку с мелким текстом, он отшатнулся от неожиданности. Буквы выросли до огромных размеров и стали кристально четкими. Это было увеличительное стекло, созданное мастером, который понимал законы оптики раньше, чем оптика стала наукой. Академическая среда настаивала на том, что качественные линзы появились только в средние века, что древнее стекло было мутным, кривым и годилось разве что на дешевые украшения. Но это маленькое прозрачное чудо в руках ученого разрушало этот миф одним своим существованием. И сразу же возникал новый вопрос. Если у них были линзы, как они смотрели на звезды? Что они видели в ночном небе, вооружившись этими стеклами задолго до изобретения телескопа? В одном из ремесленных цехов нашли инструменты. Пилы и сверла из металлического сплава, которые за 1000 лет так и не взяла ржавчина. Официальная история говорила, что в ту эпоху люди работали только мягкой медью и бронзой, что твердые камни вроде гранита обрабатывались простым трением и песком, медленно, грубо, примитивно. Но поверхность вавилонских каменных плит рассказывала совершенно другую историю. На камне были видны глубокие и идеально ровные борозды. Мастер-каменщик, который оказался рядом во время раскопок, посмотрел на эти следы и без колебаний сказал: «Такие линии оставляет только современная фреза, работающая на высоких оборотах. Механическая обработка твердого камня. В Вавилоне. За 1000 лет до промышленной революции». Завершая осмотр мастерских, исследователи извлекли из земли странный предмет. Это были бронзовые зубчатые колеса, спаянные временем в единую покореженную массу. Но даже в этом поврежденном состоянии была видна их внутренняя логика. Зубья входили друг в друга с расчетной точностью. Это была часть вычислительного прибора, механизма для расчета движения небесных тел. Современные учебники уверяют, что первые сложные механические устройства появились в Европе эпохи Возрождения, что до этого люди умели строить разве что рычаги и простые блоки. Но бронзовые шестерни из вавилонского раскопа доказывали, в этом городе работали инженеры. Настоящие инженеры, которые строили машины для познания Вселенной. Каждая такая находка становилась молчаливым свидетелем того, что мы катастрофически недооцениваем людей, живших до нас. Но самая неожиданная история случилась не в мастерской и не под дворцом.
Она началась с одного старого рабочего, который помогал экспедиции с самого первого дня. Однажды после сильного ливня земля в одном месте просела, и в образовавшейся яме показался край массивной каменной плиты, покрытой слоем затвердевшей смолы. Старик подошел к профессору и тихо сказал, что его дед называл это место «домом тишины». По преданию, именно здесь древние жрецы хранили голос самого неба. Когда плиту с трудом сдвинули в сторону, под ней оказался узкий спуск, ведущий в небольшую комнату. И в этой комнате было нечто совершенно особенное. Вдоль стен стояли высокие глиняные кувшины, горлышками направленные в центр помещения. Когда один из участников экспедиции встал посреди этого зала и произнес тихое слово, оно вернулось к нему многократно усиленным, словно кто-то включил мощный динамик. Инженеры группы были поражены точностью расчетов. Углы наклона стен, форма и расположение сосудов были подобраны так, чтобы создавать идеальный акустический эффект. Это не было магией жрецов. Это была чистая физика. Вавилоняне умели управлять звуком так же уверенно, как потоком воды. В таких залах могли проходить городские суды и собрания, где голос одного человека в центре звучал властно и громогласно без каких-либо усилий с его стороны. Акустический театр, встроенный в камень тысячелетия назад. Следующая загадка касалась света. Как люди работали в глубоких залах без единого окна? Казалось бы, ответ очевиден – факелы и масляные лампы. Но на потолках вавилонских зданий не было ни единого пятна копоти. Абсолютно чистый камень. Если бы внутри годами горели открытые огни, потолки были бы черными от сажи. Историки отмахивались от этого факта, предполагая, что стены регулярно очищали. Но один из членов экспедиции обнаружил во внутреннем дворике нечто куда более убедительное. Там стояли подвижные подставки с остатками отполированных бронзовых зеркал. Система работала просто и гениально. Луч солнечного света с улицы падал на первое зеркало, то отражало его на второе, второе на третье, и так свет шел вглубь здания, огибая углы, проникая в самые дальние комнаты без единой потери. Это был световой провод из зеркал. Вавилоняне не жгли факелы в темноте. Они загоняли солнце к себе домой. В одном из жилых домов нашли каменную ванну с 2 трубами. Под полом ванны располагалась небольшая камера для тлеющих. Горячие газы шли по трубам снизу, нагревая воду так же, как это делает современный бойлер. Горячая ванна после тяжелого рабочего дня, доступная обычному горожанину Вавилона. За тысячи лет до того, как европейские города додумались до чего-то подобного. И рядом, под полом спальни того же дома, нашли систему теплого пола. Горячий воздух от внешней печи циркулировал в пустотах между 2 слоями кирпича, равномерно прогревая поверхность. Никакого дыма внутри, никакой копоти, только чистое ровное тепло, идущее снизу. То, что сегодня мы считаем признаком дорогого элитного жилья, для жителей Вавилона было обычным стандартом нормального дома. В кухне одного из домов нашли медный котел, на вид ничем не примечательный, но стенки его изнутри были покрыты тонким слоем серебра. Официальная наука объясняла это украшением, но стоит задуматься с практической точки зрения. Серебро подавляет рост бактерий, оно сохраняет воду свежей гораздо дольше, чем любой другой металл. Вавилонские хозяйки не просто готовили еду, они защищали свои семьи от болезней, используя химические свойства металлов. Это была прикладная биохимия, встроенная в повседневный кухонный инвентарь. В кладовой того же дома нашли герметичные сосуды из особой керамики, покрытые изнутри слоем глазури. Когда один из таких сосудов вскрыли, внутри оказалось масло. Не прогорклое, не испорченное. Масло, которое сохранило свои свойства спустя 1000 лет. Официальная история настаивала, что консервация продуктов без современных технологий и вакуумной упаковки на столь долгий срок невозможна. Но состав керамики и внутреннее покрытие сосудов создавали среду, которая подавляла рост бактерий. Это была прикладная микробиология в самой обычной кладовой, в доме, которому несколько тысячелетий. В ремесленном квартале нашли мастерскую по обработке камня. Базальтовые плиты, которые там лежали, были отшлифованы до зеркального блеска. Современная наука утверждала, что подобная полировка достигалась месяцами тяжелого ручного труда с песком и водой. Но под микроскопом на поверхности плит были видны характерные круговые микроследы. Такие следы оставляет только вращающийся инструмент – станок. Это означало, что механизация ремесленного труда началась не в позднем Средневековье, а гораздо раньше. И что умение создавать машины не было изобретено однажды в Европе. Оно было забыто и изобретено заново. Продолжая раскопки, исследователи вышли к торговым рядам. Среди руин выделялось одно здание. По всем признакам это был архив или финансовое учреждение. Внутри стояли 1000 глиняных табличек. Но внимание ученых привлекли не они, а полки, на которых все это хранилось. Полки были покрыты особым лаком, который не горел в огне. Когда исследователи попробовали поджечь небольшой кусочек этого покрытия, оно лишь слегка потемнело. Огнеупорный материал.
Официальная история относит создание таких материалов к достижениям химической промышленности последних столетий. Но вавилонские архивисты уже тогда понимали, важные записи нужно защищать от огня, и они нашли способ это сделать. В том же здании обнаружили металлические печати, но не простые. Каждая из них была отлита из сплава, который невозможно воспроизвести обычным литьем. А на поверхности каждой печати был уникальный микроскопический узор, различимый только при строго определенном угле освещения. Это была защита от подделок, своего рода голографическая метка, встроенная в металл. Финансовая система Вавилона имела степени защиты, которые мы сегодня привыкли считать современным изобретением. На окраинах города под слоем земли нашли разветвленную систему вентиляции. Вертикальные шахты уходили глубоко в почву и соединялись с горизонтальными туннелями. На дне шахт всегда стояла вода из подземных каналов. Когда раскаленный воздух пустыни попадал в шахту, он охлаждался при контакте с водой и под давлением вытеснялся в жилые комнаты через отверстия в полу. Естественное кондиционирование. Без единого мотора, без единой детали из металла, без электричества. Обычный горожанин мог отдыхать в прохладе своего дома, пока снаружи температура поднималась выше 40 градусов. Внутри вентиляционных узлов нашли фильтры из нескольких слоев мелкой медной сетки и растительных волокон, пропитанных антисептическим составом. Академическая наука привыкла считать, что понятие о гигиене воздуха возникло только в 20 веке, что древние люди ничего не знали о пыли или микроорганизмах. Но эти фильтры говорили о другом. Вавилоняне осознанно очищали воздух, которым дышали. Они создавали внутри своего города особый микроклимат. Здоровье и чистота среды были частью городской инфраструктуры. Вдоль каналов на краю города нашли остатки зубчатых механизмов из твердого дерева и бронзы. Они приводились в движение течением реки. По официальной версии, подобные передачи появились только в античной Греции. Но здесь они были. И работали они на то, чтобы поднимать воду для полива полей и садов в автоматическом режиме. Там же нашли систему автоматических затворов. Внутри каждого такого механизма стоял поплавок из пробки и противовес из камня. Когда вода в канале поднималась до нужной отметки, поплавок давил на рычаг, и заслонка открывалась, пуская воду на нужный участок. Как только уровень падал, система закрывалась сама. Круглосуточный автоматический полив. Без единого человека у рычага. Благодаря этой системе город буквально утопал в зелени, превращаясь в живой оазис посреди безжизненной пустыни. В одном из фундаментов нашли капсулу времени. Небольшой контейнер, внутри которого лежал чертеж города на тонком бронзовом листе. Чертеж охватывал весь Вавилон целиком и включал линии коммуникаций, которые к тому моменту еще не успели раскопать. И масштаб этой карты был соблюден с точностью до миллиметра. Академическая наука утверждала, что древние карты всегда были схематичными и неточными, потому что у людей не было инструментов для точного измерения расстояний. Но эта бронзовая пластина доказывала, у вавилонян были методы топографической съемки, которые позволяли видеть город как с большой высоты, словно они смотрели на него сверху. Как именно они это делали, остается одной из самых интригующих загадок этой экспедиции. В складе песцов среди обычных деревянных палочек для глины нашли перья с металлическими наконечниками. Внутри каждого пера была полость для чернил, предшественники современных авторучек. Официальная история относила их изобретение к XIX веку, настаивая, что прежде песцы постоянно макали инструмент в чернильницу, прерывая работу на каждом слове. Но вавилонские песцы могли писать часами без остановки. Информация в этом городе передавалась быстро, очень быстро. И это объясняет кое-что важное, почему Вавилон стал не просто большим городом, а настоящим интеллектуальным центром древнего мира. На одной из главных улиц под слоем брусчатки нашли странные конструкции из обожженного кирпича с медными стержнями внутри, закрепленными в смоле. Если эти конструкции служили для защиты здания от атмосферных разрядов или для отвода статического электричества, это означает только одно. Вавилоняне понимали физику грозы за тысячи лет до Бенджамина Франклина. Они умели управлять невидимыми силами природы так же уверенно, как водой или огнем. И снова в самом обычном доме, не в царском дворце, а в жилище обычного горожанина, нашли каменную мельницу. С виду ничего особенного. Плита с углублением и тяжелый цилиндр. Обычно ученые описывают такие находки как зернотерки, добавляя, что древние женщины проводили за ними большую часть своего дня. Тяжелый, изнурительный труд. Но на оси цилиндра этой мельницы сохранились следы крепления для приводного ремня. Эта мельница была соединена с механическим узлом, который приводился в движение либо животным, либо небольшим водяным колесом во дворе. Женщине нужно было просто засыпать зерно, остальное делал механизм. Это была бытовая техника, древняя, но бытовая. И она освобождала время. Время для детей, для учебы, для жизни. Инженерная мысль в Вавилоне проникала не только в дворцы и храмы, она жила в каждом доме. В мастерской сапожника нашли сандалии с особой подошвой.
Внутри нее были проложены слои пружинистой пробки и тонкой медной проволоки. Амортизация, поддержка стопы, учет нагрузки на позвоночник при долгой ходьбе по твердой каменной мостовой. Академическая наука убеждена, что ортопедия как наука появилась менее 100 лет назад. Но вавилонский сапожник думал о здоровье своего покупателя так же системно, как думает современный ортопед. Потому что в Вавилоне человеческое тело и человеческое время ценились. Это было заложено в самой архитектуре города. Все эти находки вместе складываются в единую и очень четкую картину. Это не была цивилизация, которая использовала грубую силу и смирялась с тяготами жизни. Это была цивилизация, которая постоянно искала более умные решения. Водопровод вместо ведра, зеркала вместо факела, механизм вместо ручного труда, фильтр вместо грязного воздуха, горячая ванна вместо холодного ведра воды. Каждая находка из вавилонского раскопа была не просто артефактом. Она была доказательством того, что человеческий разум уже тысячи лет назад умел решать сложные задачи простыми и элегантными методами. История человечества, которую нам преподавали, выглядит неполной. Она изображает прогресс как прямую линию, идущую неуклонно вверх из первобытного мрака к нашему времени. Но Вавилон разрушает эту линию. Он превращает историю в цепочку взлетов и падений. Вавилон был одним из таких взлетов. Высоким, ярким и невероятно продуктивным. А потом он упал. Его библиотеки сгорели, его мастера умерли, его секреты ушли под землю вместе с руинами. И человечеству пришлось заново изобретать то, что уже было известно. Если признать все эти факты официально, история науки и техники должна быть переписана. Промышленная революция окажется не первой в истории человечества, а лишь очередной. Электричество окажется не изобретением, а повторным открытием. И мы, живущие сегодня с нашими телефонами и небоскребами, окажемся не вершиной эволюции, а лишь одной из глав в длинной и куда более сложной истории разума. Вавилон под ногами археологов продолжал говорить. Каждый сезон раскопок приносил новые вопросы. И главный из них звучал тихо, но настойчиво. Если они все это умели, что еще мы о них не знаем? Что еще лежит там под слоем иракского песка и ждет, когда его наконец найдут и поймут? История человечества гораздо старше, гораздо богаче и гораздо сложнее, чем нам привыкли рассказывать. И каждая лопата, уходящая в землю древней Месопотамии, приближает нас к правде, которую мы когда-то уже знали, а потом забыли. Но прежде чем двигаться дальше, стоит остановиться и осознать масштаб того, о чем идет речь. Речь не о нескольких красивых артефактах, случайно поднятых из земли. Речь о системе, о целостной картине городской жизни, в которой каждый элемент был продуман до мелочей и подчинен единой идее. Сделать жизнь человека лучше, комфортнее и безопаснее. Водопровод был частью системы. Канализация была частью системы. Вентиляция, освещение, отопление, акустика в залах для собраний, качество обуви на ногах рабочего человека, защита продуктов от порчи, очистка воздуха от пыли пустыни. Все это не были случайные изобретения отдельных гениев. Это было инженерное мышление, встроенное в саму культуру города. И это меняет все. Когда мы говорим о древних цивилизациях, мы привыкли думать о пирамидах и храмах, о монументальных сооружениях, на которые уходили десятилетия труда тысяч людей. И мы восхищаемся этим. Но Вавилон показывает нам другое лицо древней мысли. Не то, которое смотрит с высоты каменных богов, а то, которое склонилось над чертежным столом и думает о том, как сделать так, чтобы простой горожанин не задыхался в жаре, не мерз зимой, не болел от грязной воды и не тратил половину жизни на изнурительный ручной труд. Это был гуманизм, встроенный в инженерию. И он существовал задолго до того, как само слово «гуманизм» появилось в языке. Особенно важно понимать, что все эти технологии не были привилегией царей и жрецов. Теплый пол нашли в обычном доме. Механическую мельницу нашли в обычном доме. Серебряный котел, который сохранял воду чистой, нашли в обычной кухне. Горячую ванну с подогревом нашли не во дворце, а в жилище среднего горожанина. Это значит, что инженерные знания в Вавилоне не были секретом узкой элиты. Они распространялись по городу, входили в каждый дом, становились нормой жизни для обычных людей. Это не просто делает Вавилон интересной исторической загадкой. Это делает его примером цивилизации, которая умела думать о качестве жизни своих граждан так, как мы не всегда умеем думать сегодня. И именно поэтому вопрос о том, как все это было утрачено, звучит так остро и так болезненно. Как цивилизация, которая знала принципы гидравлики, акустики, оптики, термодинамики и даже электрохимии, исчезла и оставила после себя только руины и молчание. Как знания, которые были встроены в быт сотен тысяч людей, могли просто испариться? Ответ, скорее всего, лежит в хрупкости любой цивилизации перед лицом войны, засухи, эпидемии или просто смены власти. Когда рушится государство, рушатся и школы, и мастерские, и библиотеки. Знания, не записанные или записанные на материалах, которые не пережили огня, уходят вместе с людьми, которые их носили в себе. И потом их нужно открывать заново. Иногда это занимает столетия,
иногда тысячелетия. Именно это и произошло с Вавилоном. Его секреты ушли под землю. А мы, убежденные в том, что являемся вершиной технического прогресса, тысячи лет ходили по этой земле и не знали, что лежит у нас под ногами. И только когда лопаты наконец добрались до нужной глубины, земля начала отдавать то, что хранила. Батарейку, водопровод, линзу, систему зеркал, теплый пол, акустическую комнату, автоматический затвор на канале, карту города с точностью до миллиметра, авторучку, огнеупорный лак, ортопедическую обувь. И это только то, что успели найти, только то, что уцелело. Что еще там лежит? Что еще не дошло до нас через тысячи лет? Каких знаний мы лишились только потому, что они не были записаны на материале, способном пережить время? Эти вопросы не имеют ответа. Но они заставляют нас смотреть на историю по-другому. Не как на восхождение из тьмы к свету, а как на непрекращающийся диалог между прошлым и будущим. Диалог, в котором мы можем не только передавать знания вперед, но и получать их обратно, из-под земли, из руин, из глиняных табличек и бронзовых пластин, из обломков механизмов, которые кто-то создал тысячи лет назад и которые все еще несут в себе отпечаток человеческого ума. Вавилон был не концом и не началом. Он был одной из вершин в горном хребте человеческой мысли. Вершиной, которую мы едва начинаем понимать. И чем больше мы узнаем о нем, тем очевиднее становится одно – прогресс не принадлежит нашей эпохе. Он принадлежит человеку как виду. Везде и всегда, когда у человека было время думать, он думал. Когда у него были ресурсы создавать, он создавал. И то, что он создавал, было умным, точным и направленным на улучшение жизни. Вавилон просто напоминает нам об этом. Через тысячелетия, через слои земли, через молчание руин, которое при правильном вопросе оказывается вовсе не молчанием. Есть еще один аспект вавилонских находок, который редко обсуждается, но который, пожалуй, важнее всего остального. Это не сами технологии, это отношение к знанию. В Вавилоне знание не было тайной, которую прячут. Оно было инструментом, который используют. Мастер, который делал линзы, не скрывал своего умения. Он продавал свои изделия на рынке, и они лежали в домах торговцев. Инженер, который проектировал систему вентиляции, строил ее не только в царском дворце. Его решение воспроизводилось по всему городу. Сапожник, который придумал амортизирующую подошву, не держал этот секрет при себе. Его изделия носили тысячи людей. Знание в Вавилоне было живым. Оно двигалось. Оно переходило из рук в руки, из мастерской в мастерскую, из поколения в поколение. И именно поэтому весь город был пронизан этой инженерной культурой. Не отдельные ее вспышки, а именно культура. Привычка думать о том, как можно сделать лучше. И именно эту культуру мы потеряли вместе с Вавилоном. Не чертежи и не формулы. Культуру. Привычку человека смотреть на окружающий мир не как на данность, а как на задачу, которую можно решить. Каждая находка из вавилонского раскопа – это напоминание. Напоминание о том, что это умение всегда было в нас. Просто иногда его приходится откапывать. Раскопки в Вавилоне продолжаются по сей день. Каждый сезон Земля открывает что-то новое. И каждая находка заново ставит перед учеными вопросы, на которые старые учебники не дают ответа. Это неудобно для тех, кто привык к устоявшейся картине мира. Но это честно. Потому что честная наука не боится сомнений. Она питается ими. И если Вавилон чему-то учит нас сегодня, так это именно этому. Не бояться пересматривать то, что казалось очевидным. Не цепляться за удобную версию, когда факты говорят о другом. И помнить, что земля под нашими ногами хранит еще очень много правды о нас самих.